Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Давайте через подсказки карт и узнаем, что случится или произойдет, что скоро будет, с чем это будет связано, или, возможно, какая-то неожиданная информация, правда перед вами откроется, или вы сами переоцените некоторые события и поменяете точку зрения. Словом, куда вас заведет судьба? Давайте узнаем, как знаки судьбы. И на знаки судьбы мы достанем 3 карты. Как подсказки, опять же. Что вам важно знать? Или что нужно услышать прямо сейчас? Что же скоро будет? Что вы вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется до конца апреля. Вторая карта. В чем вы думали, поставили точку, оказалось многоточие. Какая правда откроется или информация, что прояснится для вас. И 3 карты знаки судьбы. Первый знак судьбы, как подсказка. Что вам хотят передать высшие силы? И к чему все идет, опять же, знаки судьбы. Итак, что вы могли вычеркнуть из своей жизни? Посмотрите, аркан правосудия. Конечно, здесь у кого-то может проиграться банально тот вопрос, который вы не решили по документам. Или некоторым согласованием, которое нужно сделать очень правильно, именно с юридической позиции. Для кого-то из вас необходима консультация юриста или человека знающего. Может быть, это даже чиновник, который знает, какой порядок. Ведь по аркану правосудия у нас проходят высшие инстанции. Именно чиновники или те люди, которые, да, наделены некоторые властью, но они знают, как сделать что-то очень правильно. С одной стороны, если мы завершаем тут или иной вопрос, или дело какое-то, мы получаем документ по аркану правосудия или какое-то решение, и нас тогда тоже вторично закон как бы защищает. Вот это оформление на бумаге прописанное, оно для вас будет важно. И вполне вероятно, тот вопрос, которым вы занимались прежде, либо вам придется некоторые акценты последние, как последний аккорд расставить, либо что-то завершить, или для самого себя с чем-то определиться. Вполне вероятно по аркану правосудия, потому что всегда идет причина и следствие. Есть колода ангелов, эта карта там конкретно называется карма. Поэтому причина и следствие. Если мы что-то сделали хорошо, то пусть через помощь других людей или как руками других персон даже, да, не тех, кому вы помогали. Но вот нам, как Вселенная, как долг отдает какой-то. И у нас получается оформить какое-то дело или важную бумагу, документ, решить тот или иной вопрос. И опять же, если мы где-то там наследили, то нам тоже это может вернуться. И нам придется какой-то вопрос решать в одиночку. Я этого тоже не исключаю. У каждого здесь по-своему. Но в первую очередь, конечно, баланс, потому что всегда правосудие – это весы. С одной стороны, это душевный какой-то баланс должен быть в вас самих, поэтому если мы решаем некоторые юридические вопросы, согласитесь, нам не всегда все нравится. А тем не менее, это закон. Вот есть какой-то порядок, и мы его не перепрыгнем. Поэтому это надо учитывать. Поэтому настроить себя можно воспринимать как подсказку, ведь это старший аркан. Настрой себя, стрелец, на какую-то лояльность. Тогда через дипломатию ты решишь многие вопросы намного быстрее. И, возможно, до конца апреля, вторая половина апреля, у кого-то и вопросы наследства, к примеру, да, когда вам нужно с чем-то одновременно и разобраться, или какие-то переоформления, может быть, и по недвижимости, наверное, самые разные позиции. Я, хотя и не исключаю, может быть, и были какие-то вопросы по работе. Вам нужно внести ясность. И то дело, которое вы думали, оно уже завершилось, оно могло не завершиться в каких-то деталях. И тогда вторая половина апреля может быть связана с тем, что вам придется вернуться к решению некоторых вопросов. В чем вы поставили точку, а оказалось многоточие. И вы знаете, вот даже по работе вы можете менять должность, вы можете решить, я буду делать карьеру, завершаете предыдущий как жизненный этап и переходите на новый. Но вы знаете, тут действительно есть некоторые детали, которые вам нужно либо добавить, либо провести согласование, либо обещание, может быть, чьи-то, переложить на бумагу и оформить важный документ, тогда вы будете спокойно спать, потому что если мы оформили документально,
Нас закон защищает. Шестерка Земли – это карта, как и помощи высших сил. Это финансовая победа или финансовый успех и взаимодействие, гармоничное взаимодействие, сотрудничество. И если даже не сетуйте где-то на судьбу, если что-то у вас пробуксовывает на начало апреля, тогда вы можете получить или решить тот вопрос до конца апреля, уже может быть вторая половина, тот вопрос, который может касаться личной жизни, денег, работы, вашего в целом благополучия или буквально места вашего проживания. По крайней мере, что-то прояснится, и у вас будут помощники. Все-таки я для большинства из вас вижу, либо это добрые контакты, которые вам помогают, либо это конкретный человек, который к вам очень хорошо относится. По-разному. Но даже если это не сопряжено ни с первым, ни со вторым, нет противодействия, нет какого-то камня преткновения. И даже какой-то сложный вопрос, который прежде вы не могли решить. Может быть, не нашли нужного адвоката, нужного юриста или нужного чиновника. Или вы, с каким-то другим заходом, подходом начали осуществлять свой проект. Вот здесь вы правильную траекторию точно увидите. И в конечном итоге какой-то вопрос можно подвести к завершению. Причем вы останетесь довольны. Какая информация откроется, что прояснится? Знаете, мы тут выходим по девятке воздуха из прежнего состояния, когда мы неправильно воспринимали реальность. Или когда мы на что-то закрыли глаза. Или мы не хотели специально закрыть глаза, но почему-то есть там, видимо, объективные причины, когда вы видели в каком-то своем контексте. Или вы хотели сделать что-то по-своему. Вот, наверное, какая правда открывается. Из разряда того, что мы всегда говорили: нет, это невозможно, или этому никогда не быть. И вы приходите к выводу, вот, что то, что я когда-то отрицал или отрицала, вполне вероятно, или, как оказалось, это и случилось. И вам придется действительно какой-то тему, вопрос, пункт, правда может для вас прийти, информация, может быть, через звонок, контакты с конкретным человеком или получение, может быть, извещение даже, да? Вам нужно отправиться в инстанцию для того, чтобы где-то поставить подписи или просчитать, буду ли я вообще туда ставить подпись. Или вы можете столкнуться с какими-то еще, как с людьми взаимодействием, когда вы прежде, может быть, взяли какие-то обязательства, и здесь вы тоже будете закрывать эти обязательства, потому что обстановка уже поменялась. Вы сами не хотите собой рисковать. И где-то, может быть, сопряжен апрель с тем, что правда открывается, и она вас несколько шокирует. Так вот, по девятке воздуха в этой колоде переход от самоосуждения к самосостраданию. Может быть, это мы перед собой какие-то табу поставили и долгое время в них жили, а теперь мы окончательно понимаем, реальность, она иная. И где-то, я вот сказала, может шокировать правда. По девятке мечей или воздуха проходит и еще страх. Мы чего-то боимся. Вы могли, кстати, думать, с учетом предыдущих карт, что вам не придется участвовать в каком-то деле. А тут вы получаете новость или какое-то известие и понимаете, что нет, именно вот вашего участия в какой-то теме не хватает. Тогда примите к сведению, что страх искажает реальность. Вам действительно, только вам, нужно завершить какой-то вопрос. Тогда вы будете буквально спать спокойно. И не будет вот каких-то искажений, потому что уже какая-то победа или взаимодействие предполагается. Знаки судьбы. Карта мага, мои дорогие. Тут у вас все стихии в руках. Но дипломатия и хладнокровие. Вот, как подсказка сразу. Но у вас нет ничего невозможного, и благодатный период до конца апреля, когда вы можете решить даже сложные темы, вопросы. Да, это от вас потребует, где-то больше гибкости. Здесь нельзя быть непримиримому, потому что маг – великий практик. Он поставил перед собой цель. И он понимает, что цель – это еще не методы, а методы приходится корректировать в зависимости от людей и от обстоятельств. Поэтому от того, как вы будете гибче, или от того, как вы рассмотрите альтернативные варианты, будет зависеть напрямую ваш успех. Но для вас, повторюсь, нет ничего невозможного. Потому что маг – это как алхимия силы духа или воли
и мастерства. Поэтому поставили цель, а все остальное детали. И по этим деталям нужно так вот пройти как-то очень элегантно, потому что нам не говорят о том, что это стабильно. Нет, придется искать или менять собственные методы. Но, повторюсь, у вас сильная позиция. Это карта мага в знаках судьбы. Вас, наверное, сама судьба вам как помогает или наделяет вот такой силой мага, чтобы для собственного спокойствия, для собственного благополучия вы не оставили на потом некоторые вопросы, и у каждого здесь будет своя какая-то тема, которая тянется из прошлого именно. Но вот вам именно с этим нужно разобраться. Что хотят вам передать высшие силы, знаки судьбы, восьмерка земли? По работе, может быть, по деньгам, какой-то прогресс. Вы как волшебную симфонию для себя самого должны создать или решить финансовый вопрос. Посмотрите, шестерка земли, карта финансового успеха и восьмерка земли. Две карты, одни из лучших в колоде Таро на работу и на деньги. Поэтому продуктивный период. Это может быть не просто даже работа, или мы говорим карьера, у кого-то бизнес, у кого-то творчество, которое или личное дело, или вы хотите, открыть личное дело, основываясь на своем ремесле, но, тем не менее, получится денег заработать. Именно мы подходим с позиции заработать, потому что при должном упорстве для нас нет ничего невозможного. Или какую-то вашу идею переложить на практику, где-то отрегулировать методы, и все равно свою, как знаете, стратегию или свой самый надежный фарватер вы можете найти до конца апреля. Как и по работе, так и по согласованиям, по контактам с вышестоящими людьми или какими-то инстанциями, или пусть это руководитель по работе, взаимопонимание и какая-то победа может быть достигнута. И продолжено сразу знак судьбы. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому вот все эти энергии, которые я говорила до восьмерки Земли, здесь не на короткий срок. Больше карта говорит о том, что вам придется где-то в этих энергиях быть, возможно, до конца года. Или что-то изучать, новые навыки какие-то осваивать. Возможно, получать знания, даже на более таком высоком уровне. Я имею в виду не просто информацию, которую мы в интернет ищем. Пойти на курсы, получить, опять же, по закону, да, если мы говорим, конкретный сертификат, диплом, бумагу. Но это все в целом способствует как и деньгам, так и благополучию. Поэтому будьте магами, мои дорогие стрельцы. К чему же все идет? Знаки судьбы. К надежности, уверенности. Вообще карта жадины, надо сказать. К чему все идет? К внимательному отношению с деньгами, собственными ресурсами. Может быть, и еще раз не попасть в просак. Это все то, что я говорила по девятке воздуха. Куда-то не поторопиться, не дать обещания в тех случаях, которые вас обязывают к чему-то. Это тоже будет для вас очень важно. И в целом построить собственное благополучие. Ведь это карта собственности и надежности. Поэтому вот это то, что должно быть продолжено, к чему все идет. И, пожалуй, все то, что я сказала, вот такая стратегия и тактика совершенно необходима. Как и на апрель, так и на определенное количество времени, причем до конца года, вот я так вижу. Для вас это будет очень актуально. С одной стороны, как и по закону все оформляете. Для вас закон, это, знаете, как своего рода тоже фундамент. Когда вам не просто что-то пообещали, а еще прописали это на бумаге. Если это контракт по работе, пусть руководитель пропишет какую-то сумму, которую вы будете получать. Или бонусы, или какой-то порядок оплаты. И если вы имеете в виду отношения, то тогда и отношения тоже должны быть как будто узаконены. Все то, что вы одним словом прописываете на бумаге, то, что согласуется с законом вашей местности, вам добавляет вот таких магических сил, уверенности. Или это то, или тот базис, от которого вы можете оттолкнуться и какие-то новые свершения планировать на будущее. Вообще очень добрый расклад. И я должна сказать, как добрая энергия, хоть и началось у нас наш расклад, точнее наш прогноз, карты правосудия, и она всегда такая 50 на 50. Но, видимо, есть и темы, в
которых вам необходимо расставить все точки над «и», чтобы быть по-настоящему магом и волшебником, ведь это свободный человек. Это тот, который планирует собственную жизнь сам. И финансовая составляющая не на последнем месте. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, вот такие события до конца апреля. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.